Приветствуем вас на нашем канале. От новичков огородного дела сейчас посыпались вопросы, что такое вершки, что такое корешки. Ну вот я хочу сразу же этот вопрос, не откладывая в долгий ящик, ответить на него. Вот смотрите, это вот, чтобы четко это было понятнее, смотрите, это почва, да? В почве у нас растут корешки. И в растении томаты, баклажаны все имеют корешки, но одни растения формируют вершки, то есть то, что сверху. Обычно вот если лук садить на зелень, вот сейчас 18-19 возник вопрос, высаживать или не высаживать. Высаживайте, я тоже часть высажу для того, чтобы использовать в салаты. Именно зеленые луковички, вот эти перышки, очень ценные витамины. Лук будет, но он будет небольшой. Если же хотите получить такой лук, крупный лук, то нужно высаживать в момент убывающей луны. У нас есть такая возможность до конца месяца, мы еще об этом будем говорить. Сейчас растущая идет энергия расширения, растущая луна, и поэтому тем более это знак рак сейчас 18-19, это будет хорошее время для того, чтобы посадить лук на зелень, и будет очень сочная и вкусная зелень. Естественно, что она будет более повреждаться спорами грибковых заболеваний, поэтому лучше чуть-чуть позже во льве на растущей луне через день посадить, когда уже луна будет во льве, мы об этом расскажем позже. Но вот то, что у нас растет и дает плоды, то, что мы плоды употребляем внизу, это все наши луки, это редис, это морковь, свекла, редька, репа, различные корнеплодные зеленые растения, пастернак, корневая петрушка, чеснок, лук. Это все, что высаживается для того, чтобы вот пользоваться вот репкой, корнеплодом, это все корешки. А теперь перейдем к вершкам. Возмущенная одна огородница, начинающая, задала вопрос, когда высаживать огурцы. Она посмотрела календарь, гороскоп на весь месяц и не нашла огурцов, хотя там они были, и возмутилась. Я прошу ответить, что это такое вершки, потому что мне нужно посеять огурцы. Ну вот, огурцы как раз являются тем растением, которое дарит нам плоды выше земли. Вот я черную ручку такую специально. Растет растение, имеет тоже корни, но оно формирует вот верхнюю часть, и на верхней части стебель, на стебле цветочки, затем плоды формируются, и потом эти плоды созревают, и мы их собираем. Вот это все, что растет над землей, корни в земле, а плоды, которые мы употребляем из этих растений, это арбузы, это дыни, капусты, зеленушка, вот это же, помидоры, ну, все, что мы собираем сверху над землей, что созрело, все, что мы выращиваем для себя, все витамины, вот это называется вершки. Хотя, казалось бы, да, что это агрономы не употребляют, хотя старые агрономы мне тоже говорили об этом, мудрые агрономы в свое время. Это, скорее всего, это народное, и это используется чаще всего в разговорной речи. Почему? Видимо, из тех времен, когда была сказка «Вершки и корешки». Если помните, то медведь и мужик всегда, умный, конечно, мужик, обманывал медведя, и медведь всегда оставался то с пустыми корешками, то с пустыми вершками. Ну вот, я думаю, я вам ответила на этот вопрос. Вершки – это то, что дает плоды сверху. Это вот у нас на растущей луне мы получаем плоды. И корешки, вот это, лук, чеснок, все корнеплодные, сейчас редис сеем. Все это является корнеплодным, и это корешки, корни, корешки. И лук относится, кстати, тоже вопрос, к чему относится, то ли к вершкам, то ли к корешкам. Все зависит от того, для какой цели вы высаживаете лук. Хотите зелень, высаживайте на растущую луну. Хотите корнеплоды, на убывающее благоприятное время. И у нас есть на эту тему календари на каждый месяц. Ну что ж, я постаралась более подробно и рассказать обо всех этих тонкостях вершков, корешков. Надеюсь, что теперь у вас уже будут ответы на эти вопросы, и вы будете знать, что
огурцы. Это всегда для вас будут, если вы будете высаживать и получать, собирать урожай, высаживать нужно на растущей луне и, естественно, собирать урожай. Это вершки. На этом прощаемся с вами. Всего вам самого доброго. До новых встреч, новых видео.